Привет из Турции! В этом сезоне я сделала уже несколько обзоров отелей, отдыхала на все включено. В комментариях меня не раз просили показать, как выглядят не только курортные отели, но и городские отели Алании. Я сама в них не была, поэтому мне очень интересно. Я выбрала 4-звездочный отель в районе Оба, и сейчас пойду заселяться. Тоже на все включено. Честно говоря, немножко переживаю, потому что сама ни разу не была в таких отелях и не знаю, как там зимой. Не то что в сезон, вот сейчас, когда вообще нет людей. Ну, пойдемте посмотрим. Отель Акар состоит из 2 корпусов, старого и нового. В лобби оказалось не очень просторно. Тут находится ресепшн и несколько диванов. Бара, как в резортах, здесь нет. В отзывах туристы писали, что в Акаре хорошо кормят, а в сезон тут бывает оживленно. Летом отель выглядит вот так. Между корпусами наполнен бассейн. Рядом расположены столики и барные стойки. Из развлечений есть настольный теннис и дартс. Давайте посмотрим, как выглядит стандартный номер в отеле Акар. Он оказался достаточно просторным, светлым, но немножечко пошарпанным, потому что отель не новый. Но в принципе выглядит он очень приятно и прилично. Вот здесь есть чайник, чай, кофе, сливки. Тут целый набор. Мини-бар, посмотрим, что там. 3 вот таких стаканчика воды. Вода пополняется в день заезда. Больше ничего нет. Здесь у нас зеркало и 2 больших окна, поэтому очень светло и классно. Шкаф. Здесь полочки, положили пледы, потому что сейчас прохладно. Во второй половине вешалки. Здесь сейф, стоит 10 евро в неделю. 2 пары тапочек. В углу стоит просторное кресло и большая кровать. Отсюда видно телевизор, там есть русские каналы и втыкается флешка. Кондиционер над телевизором. Сейчас в номере очень тепло, несмотря на то, что сегодня холодный день. Есть 2 стола с ящиками и тумбочка. Давайте посмотрим, что на балконе и какой отсюда вид. С балкона видно море, оно совсем рядом, до него рукой подать. Даже в жаркий день комфортно будет дойти. Балкон небольшой, но здесь все равно будет классно посидеть, попить кофейку, полюбоваться морем. Еще на балконе есть сушилки, 4 штуки. Нет москитной сетки, но что-то в последнее время я вообще нигде их не вижу, так что, наверное, это нормально. Теперь посмотрим ванную комнату. Здесь душевая кабина, в ней гель для душа и шампунь. Он, видите, вот такой, не в баночках, а который с дозатором. Полотенца, их меняют раз в 3 дня. 3 кусочка мыла и фен. В общем, все есть. Один из минусов, который я для себя отметила, это то, что здесь платный Wi-Fi. Цены начинаются от 1 евро за час. Но, может быть, для вас это не минус, а наоборот повод отдохнуть от соцсетей, расслабиться и сходить на морешко. Сейчас пойдемте на обед, посмотрим, чем кормят вне сезон в городских отелях на все включено. Мне показалось, что в отеле всего 5-6 гостей, поэтому я была готова к очень скромному обеду. Но выбор оказался лучше, чем я думала. На горячее суп, рис, курица, индейка, тушеный горошек. Холодные закуски, 4 вида салата из свежих овощей, 3 турецких пасты и 3 сытных салата. На десерт 5 видов пирожных, яблоки и мандарины. Накладывают щедро, еду не экономят. Повар на раздаче очень добрый и хорошо говорит на русском. Тут же находится бар, в котором можно взять напитки. Мне понравилось. Сейчас посмотрим спа-зону, бассейн и хамам. Спа-центр в 4-звездочном городском отеле Аланьи оказался небольшим, но приятным. У меня в доме, где я сейчас снимаю квартиру, примерно такой же. Здесь есть массажные кабинеты, сауна и наполнен теплый бассейн. А еще работает хамам.
Здесь есть души, кабинки для переодевания, лежаки, очень хорошая зона отдыха. Дополнительно можно заказать массаж и спа-программу. Цены тут оказались ниже, чем в курортных отелях. В спортзале есть боксерская груша, беговые дорожки, тренажеры, фитнес-мячи. В общем, тут все как везде. Классно! Первые впечатления от отеля у меня хорошие. Он, конечно, не похож на привычные резорты, которые, курортные отели с большой территорией. Но для городского отеля, мне кажется, он вполне себе классный. Давайте пойдем посмотрим, какой здесь пляж. Вот там прямо у буквы «Р» находится мой номер. Рядышком через дорогу есть супермаркет, в котором можно купить сувениры домой, всякие вкусняшки. Напротив есть еще мороженое, это очень классно. А вот туда, на море, оно совсем рядышком. Путь на пляж лежит через сувенирные лавки. Вне сезон они закрыты, но уже скоро начнут работать. Если вы едете отдыхать в Аланью не на все включено, вас выручат многочисленные рестораны в окрестностях отеля. Идти до моря всего 300 метров. Перейти дорогу можно по пешеходному переходу. В описании отеля Акар я прочитала, что есть еще и подземный, но я так и не смогла его найти. Пляж района Оба разбит на зоны. Гости отеля Акар могут воспользоваться удобствами на двух из них. Если вам нужны лежаки и зонтики, вам нужно отдыхать на пляже номер 7 или 12. Вот этот пляж номер 7, он платный, точнее платная аренда зонтиков и лежаков 2 евро в день. Сейчас я покажу, как выглядит бесплатный пляж. На этом посмотрите, какой песочек. Он такой мягкий, пушистый, классный. Но на входе в море есть плиты, они не страшные, не скользкие, но все-таки есть. Здесь есть бар, кабинки для переодевания, душ, все очень обустроено, просто сейчас выглядит так пустынно, потому что зима и никого нет. Вот здесь заход неплохой, с мелкой галькой, но справа от нее плиты. До пляжа номер 12 можно дойти по удобному променаду или по песочку. Вот так выглядит пляж номер 12, на котором бесплатные лежаки и зонтики. Вот там, где флаг, бар. И этот пляж неплохой, но он чуть похуже того, сейчас покажу почему. Посмотрите, пляж каменистый, и здесь больше плит и меньше плавного захода. Вообще, о районе Оба я снимала отдельное видео. Сейчас перед вами появится ссылочка, посмотрите, если планируете здесь отдыхать, там много полезного. Наверное, смотрите на меня и думаете, зачем вообще ехать в Турцию зимой. На самом деле я так одета, потому что сегодня самый холодный день. Сегодня на улице 10 градусов, я замерзла. Хотя сейчас уже вышло солнышко и пора снимать куртку. Вдоль моря тянется большой променад, по которому очень классно гулять. По нему удобно дойти до любого пляжа и хорошо просто погулять. Можно взять в аренду велосипеды и прокатиться в сторону центра Аланьи или доехать до реки Демчай. А можно просто посидеть на скамеечке и полюбоваться морем. Давайте снова вернемся в отель. Как удобно, что он стоит близко к морю. Теперь иду на ужин. Посмотрим, есть ли разница с обедом. Вне сезон шведский стол в городском 4-звездочном отеле Аланьи оказался не слишком разнообразным. На обеде суп был морковным, а на ужине – томатный. На гарнир все тот же рис. Кстати, в Турции его готовят как-то особенно вкусно, попробуйте при случае. Индейку днем подавали с грибами, а вечером в соусе. Курицу на обед жарили с картошкой, а на ужин дали шницель. Горошек сменили на кабачки. Холодные закуски тоже чуть-чуть поменяли. Десерты те же самые.
Выбор не огромный, но все равно хороший, и все действительно очень вкусно. Я взяла томатный суп, он прямо обалденный, мне очень нравится. Что пока заметила, здесь очень хороший персонал, все приветливые, дружелюбные, мне вообще понравились тут, какие люди работают. Из минусов здесь нет пляжных полотенец, так что придется тащить свои. После ужина я снова пошла на пляж. В этой части Аланьи очень красивые закаты. Ночь прошла спокойно, немногочисленных соседей было не слышно. Зимой в Аланьи прохладные ночи, я спала с кондиционером. Дома я так не делаю. Моя квартира нагревается днем и не остывает к ночи. А теперь идем на завтрак. На шведском столе свежий хлеб, омлет, сосиски, помидоры под сыром, вареные яйца, сырные булочки. Как и всегда, в Турции на завтрак дают несколько сортов оливок, сыр, ветчину, свежие овощи и зелень. Еще есть хлопья и шоколадные шарики, натуральный йогурт, молоко, курага и изюм, 4 вида варенья, шоколадная паста, мед, яблоки и мандарины. В баре можно взять чай, кофе и холодные напитки. Мне было вкусно. После завтрака я пошла выселяться, хотя могла бы остаться в отеле до 12 часов. Я просто не придумала, чем заняться в городском отеле еще 4 часа. Поделюсь впечатлениями об отеле Акар. В целом, мне кажется, для городского отеля он хорош. И несмотря на то, что сейчас не сезон, все равно он как бы функционирует и неплохо. Но если бы я выбирала поехать еще раз в городской отель или доплатить, например, 1000 рублей за ночь и поехать в 5-звездочный резорт, я бы выбрала второй вариант, потому что там прямо кипит жизнь, даже когда нет туристов, куча еды, развлечений, классная территория, а здесь, как бы, он хорош для того, чтобы остановиться в нем на короткий срок. Надолго я бы сюда, пожалуй, не поехала. Но кому-то городские отели, конечно, нравятся, с этим я не спорю. Подписывайтесь на мой канал, впереди еще много новых обзоров отелей, районов Турции и всего-всего-всего. Пока!